Привет, друзья! В этом видео мы будем моделировать вот такую полисированную юбку со складками типа Knife Pleats. На самом деле сделать такую юбку проще простого. Хочу отметить, что мы не будем использовать специальные инструменты для создания таких складок в кло, и на это есть две причины. Первая. Я считаю, что нет ничего лучше, чем сделать что-то самостоятельно своими руками для понимания того, как это работает. Вторая причина. Я понятия не имею, как пользоваться этим инструментом. Итак, давайте начнем. Как обычно, удаляем все это дело. Я верну дефолтный пресет ткани и сделаю цвет потемнее, чтобы лучше видеть то, что мы будем делать в дальнейшем. Как я уже говорил в видео с футболкой, не забываем выставить Skin Offset на 0. Создаем прямоугольный кусок ткани, дублируем его и сшиваем между собой. Я сразу уменьшил полосу Particle Distance до 10, так как кусочки ткани для пояса довольно-таки маленькие, то на скорость работы уменьшения Particle Distance особо никак не повлияет. Далее с помощью функции Merge преобразуем две детали в одну и удаляем симметрию. Дублируем деталь и одновременно кладем ее сверху с помощью функции Layer Clone Over. Затем убираем симметрию и удаляем шов по периметру. Сшиваем детали между собой, верх с верхом, низ с низом, края же сшиваем между собой у каждой детали отдельно. Выделяем верхнюю и нижнюю линию детали сверху и используем функцию Offset as Internal Line. Смещаем внутренние линии два раза на 2 мм. Для придания жесткости я использую опцию Bond для усиления этой нижней детали. Пресет выбираем самый последний, он же самый жесткий, для воротника. Пояс готов. Затем копируем один из слоев детали пояса, выбираем опцию Bond, она нам здесь уже не нужна, и увеличиваем длину детали. Затем выделяем линии по краям детали и используем функцию Distribute Internal Lines Between Segments. Она позволит нам между этими двумя линиями создать 18 внутренних линий одинаковой ширины. Что касается количества линий, то не обязательно использовать число 18. Здесь я просто проверяю длину юбки и смотрю, чтобы она была такой, какой я хочу. Для дальнейшего удобства шитья нам нужно, чтобы верхняя линия детали была поделена на сегменты. Поэтому мы добавляем туда точки, выделяя все внутренние линии и используя функцию Add Point to Pattern Outline. Затем копируем нашу деталь два раза и, используя функцию Merge, преобразуем детали в одну, а также не забываем добавить две недостающие внутренние линии. Теперь давайте разберемся, как же все-таки создаются такие складки. Каждая часть складки состоит из трех сегментов, которые в свою очередь изгибаются в нужных направлениях благодаря внутренним линиям. Итак, первая внутренняя линия сегмента имеет угол сгиба меньше 180 градусов. У меня это будет угол 90 градусов. Вторая внутренняя линия имеет угол сгиба больше 180 градусов. У меня это будет угол в 300 градусов. И третья внутренняя линия имеет угол сгиба равный 180 градусам. Чередуясь, все эти внутренние линии создадут систему складок. Давайте проверим, как это будет. Приведем все внутренние линии к нужным значениям.
Теперь добавим дополнительные линии по бокам от основных, для того чтобы ткань имела более плавный изгиб. Чтобы сделать это быстро, мы можем отфильтровать нужные нам линии по силе сгиба. В результате этой функции будут выбраны все внутренние линии, имеющие одинаковый угол сгиба. Используем функцию Offset as Internal Line и смещаем внутренние линии по двум сторонам на 2 мм, а также назначаем всем им угол сгиба в 90 градусов. То же самое проделаем с линией с углом сгиба в 300 градусов. Теперь смещаем верхнюю внутреннюю линию на 30 мм. Она нужна нам, чтобы создать точки на пересечениях. Для этого выделяем получившуюся линию и разрезаем ее с помощью функции Cut and Sew. Затем совмещаем детали обратно с помощью Merge. В результате останутся точки, которые очень помогут нам при сшивании. Переходим к завершающему этапу, это пришивание нашей выкройки к поясу. Берем инструмент Segment Sewing. Затем первым кликом создаем шов на нижней линии верхней детали пояса. Далее зажимаем Shift и пришиваем каждый третий сегмент. Также не забываем следить за тем, чтобы швы не были перекручены. Затем на нижней линии внутренней детали пояса снова создаем шов и, зажимая Shift, пришиваем к нему следующие сегменты: 3, 6, 9, 12 и так далее до самого конца. Замораживаем пояс, чтобы он никуда не сдвинулся во время симуляции, и симулируем ткань. Выбираем выкройку юбки и используем функцию Strengthen для усиления и придания жесткости ткани, чтобы быстро разровнять все наши складки. Часть из них уже легли в правильном направлении, а другой части нужно помочь. Во время симуляции просто дергаем ткань там, где она застряла, и она самостоятельно и безболезненно выровняется. Не забываем сшить края детали сзади. Готово. Убираем усиление и в свойствах деталей значение толщины для коллизии выставляем на 0,5. Размораживаем пояс. Финальный шаг: нужно сшить вместе вот эти места. Именно для этого мы и создавали точки на пересечениях, чтобы быстро сшить эти детали вместе и не использовать инструмент Free Sewing Tool. Выставляем значение Particle Distance для юбки на 5.
Также я изменю дефолтный пресет ткани на шерсть. И понижу значение Density до 5. Плессированная юбка готова. Всем удачи и пока!